Здорово всем! У нас с вами Toyota Istima, и мы на ней пытаемся удалить посторонние звуки, которые досаждают владельцу в виде того, что они стрекочат, точнее стучит. Что-то стучит в тачке. В группе по Toyota Istima была закинута эта, так сказать, тема, и версий было примерно так, 1,5 миллиона. Стучит от того, что стучит что-то в клиента в голове, вплоть до того, что у тебя стучит там, короче, защита, которой нету. Там какие-нибудь болтики, там еще там барабашка, короче, и прочая всякая фигня. На самом деле это на Toyota Istima с мотором 2.4 2000 года. Это, так сказать, стандартная классическая, по ходу дела, болезнь. Стучит в впускном коллекторе вихревая заслонка. Вихревая заслонка, она не заслонка, она, так сказать, раструб, скажем так. Это часть впуска, которая имеет завальцовку такую, за счет чего в попадаемый, впускаемый воздух там заходит, начинает кружиться, клубиться, так сказать, закручиваться и очень хорошо перемешивается с топливно-воздушной смесью, ну, точнее, с топливом, получается, топливо-воздушной смесь, и поступает все это дело на впуск, короче, поступает все это дело, ну, вот, в камеру сгорания, бог куда поступает. Вот, и стучит так, знатно стучит. Мы уже тут думали клапана, но клапана, они либо стучат, либо не стучат. Либо они стучат на холодную, либо они стучат, наоборот, на горячую. А тут, знаешь, вот заводишь, оно вроде стучит, не стучит, стучит, не стучит, не стучит, 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 не стучит. Короче, такой очень подозрительный, не то чтобы цокот, а именно такой прям вот тарахтение, как будто у тебя такой мини-дизелек, хотя у тебя настоящий, чистокровный, японский, рядно четверошный 2.4 мотор. Вот. Проблема вся вот в этом вот пластмассовом коллекторе впускном. Вот мы его тут демонтировали, вот он лежит у меня здесь на верстаке, скажем так, да, то есть. И давайте я вам покажу, что уже мы сделали. Мы как бы лечить это все очень одним способом, возможно, закрутив сюда саморезы. Сюда и сюда саморез. Где саморез? Вот саморез и вот еще один саморез. Вот мы тут такое вырезали окошко, чтобы посмотреть, что же там все такое. Вот эта вот часть, в которую мы вкрутили саморез снизу. Вон она, видите, вон она примыкает. Вот именно она стучит. Она вот туда уходит. Далеко, вот туда она уходит. Вот, и вот она, вон еще она. Вот эта вот часть, вот эта вот. Она стучит. Ну, то есть полечить можно одним способом, то есть заменой коллектора. Ну, или в нашем случае мы сюда вкручиваем саморезы, попадаем точно вот в эти вот места. По заслонкам, да, то есть вот в эту вот вихревую пластину, в нижнюю ее часть, в середину, так сказать, в перегородку. И тем самым поджимая ее, и оно уже никуда отсюда не денется. Вот, мы используем тут сверла, герметики туда-сюда, чтобы все это было герметично. Сейчас мы вот в это вот место, сюда сейчас мы надавим герметика, здесь сверху надавим герметика кузовного, и все это будет закручено и забыто, так сказать, навсегда в этом месте. Закрутили, короче, второй саморез. Мы вот тут похоронили, короче, под тонны герметоса. Вот там получилось это дело. Как бы еще бы так бы вам показать бы. Вон он, саморезик торчит. Вот он, видите, такой вот он беленький. Вот он, блестященький. Короче, мы попали прямо в самую нижнюю часть, прям приподняли ее там. Все, короче, ништяк. Ну и здесь, собственно говоря, вот это вот наш саморез. Вот он торчит. Прям офигенно. То есть мы абсолютно точно рассчитали то, что вот из этих вот мест, вот из этого места и из этого места мы попадем. Если так вот судить, то нам надо было попасть вертикально в этом плане. Теперь останется нам только запаять вот это вот окошко. Вот это вот окошко осталось только запаять. И можно, так сказать, ставить на место. Ну и самое страшное, это позади вот запаяли. Ой, мать моя женщина, лучше бы, конечно, не распиливали. Но если бы не распиливали, то мы никогда не догадались, какую бы фигню куда сверлить. Если у нас впуск стоит как-то вот так вот примерно, да, то есть, да, то мы его переворачиваем. И вот здесь вот, где вот это вот один такой подболт, вон там, туда. Вот ровно, вот она вот здесь вот, то есть так же, как и эта вертикально, параллельно вот этой штуке, то есть вкручиваем два самореза сюда и сюда.
И все будет ништяк. И все равно у меня все будут спрашивать, а куда, как ты крутил саморезы? А точно ли я попаду? Я не знаю, попадете вы или нет. Я вот попал, потому что я смотрел сюда. Эндоскопную камеру можно сюда будет засунуть. И есть смотреть, кстати, тема. Надо только ее найти. Где-то она у меня валяется. Знаешь, как где, знал бы кто. Ну вот. Но она у меня неуправляемая, короче, такая обычная. Вот, паяльник. Паяли им эту вот фигню. Короче, это по 6 чего-то там. Короче, полиамид. Хрен паяется. Ненавижу этот пластик, потому что он ни хера толком не паяется. Сейчас еще сверху для уверенности, короче, жахну сюда герметика кузовного, чтобы прям вот точно подсосов не было. Да, теперь осталось самое малое, так сказать. Собрать. Собрать самое сложное, потому что разобрать, открутить смесь посадочных — это фигня все. Откручивай все болты таким способом и разберешь. А вот собрать, чтобы лишних запчастей не осталось, а запчастей здесь дофига. Кстати, по креплению. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь, короче, сверху гайки, а здесь 3 болта. Один болт там снизу. Вот он, один болт. И еще один вот здесь вот болт. Здесь болт. Это по креплению коллектора к этому всему делу. Только стоит он, естественно, не так, а вот так вот. К нам сюда. Вот так вот. Вот такой будет у него здесь бачок смоляной. Беленький герметосы. Ну ничего, это он высохнет, быстро все будет нормально. Вот. Ну это для того, чтобы воздух туда вот, не дай бог, не попало. Вот. Чтобы оно не сифонило. Так-то мы вроде запаяли, вроде бы нормально. Но должно быть все будет хорошо. Жаль, что он не разборный. Был бы разборный, было бы проще. Но ладно. Что поделаешь. Теперь надо все это дело туда, вот обратно вот вкинуть вот туда вот за моторный отсек. Мы там помыли впускные колодца. С клапанами вместе. Попшикали, продули все туда, выдули всю грязьку. Сейчас будем собирать и трубочки. Заменим там пару воздушных трубок. Ну, короче, покажу в процессе. И да, чуть не забыл, то есть вот если вы снимаете коллектор впускной, то будьте любезны поменять вот эту резиночку, потому что она превращается не то чтобы там совсем жестко, она пластмассовая становится. И также вот такую вот надо вот купить прокладку на дроссель. Вот у нас такой вот сеточкой, типа тоже какие-то тут завихрения делает, хитрая. Тоже она усаживается так, что там она просто не прижимает. То есть второй раз использовать такую прокладку уже нельзя. То есть одноразовая вещица. Недорого. Почем? 400. 400, а это что-то там, по-моему, рублей. Около 300. 300, да, что-то. Ну это вот ведь Рейн взяли. Можно было оригинал взять за там что-то там. 500. Нет. 500 с чем-то. Нет, это 500 с чем-то, это там типа через неделю-полторы приедет. А так что-то 1300, по-моему. Вот. Ну вот, короче. 2 рубаса примерно. Да, там 1,5 рубас на прокладке. Это мы сейчас сюда поставим, а это мы поставим на дроссель сюда. Хляк. Так, поставили штатную прокладочку. Вот видите, вот она вот там вон торчит. А ту, которую мы сняли, она была просто вот заподлицо, то есть ровную. То есть надо менять прокладку полюбас, иначе у вас будет подсос воздуха. Одели вакуумную трубку на впуск. Лучше это делать, когда у вас впуск еще снятый. Потому что я испытал адские неудобства по поводу одевания этой вот трубочки. Вот она, да, вот эта вот трубочка. Ее нужно сразу же одеть на впуск, а потом впуск переворачивать. Помыли дроссельную заслоночку, как новенькая. Грунтик никуда не смылся, все ништяк, просветов нет, все отлично. Вот ставим. Меняем также шланги вакуумной системы, поменяем вот от этого штуцера вот к тому штуцеру шланчик. И вот, вот этот шланчик поменяем, который идет на впуск. Новенькая прокладочка на дроссельную заслонку с сепаратором, вот с этим вот металлическим. И все, можно ставить дроссельную заслоночку и восстанавливать все тросики туда-сюда, как все это шло. Теперь надо это разгадать, как оно шло. Поменяли вот впускной вот шлангочку на вот эту вот. Купили в тазомагазине шлангочку в размер. Ну как, по диаметру приблизительно. И вот сюда поменяли шланчик. Смотрите, как хорошо он сюда сел. Вообще красота. Что-то рублей 200, по-моему, обошлись оба шланга по метру. Еще осталось там сантиметров 80. 70. Короче, это. Оригинальный шланг каждый где-то примерно косарь стоит. Ну вот этот, по-моему, точно косарь стоит. Тут не знаю. Ну, вот так вот.
очень классно подошло все. Так, накинули вот эту вот часть, там, короче, все прикрутили, шланги поменяли, там впускные поставили, все, короче, там датчики, шматчики, всякую ерунду, короче, подключили, трубочку омывайки подключили, дворники поставили, все помазали, оси пролили маслом, чтобы они не ржавели, туда-сюда, короче, там немножечко антикора туда, короче, так и сяк. Вроде бы мы молодцы, вот. Так, вроде бы все накинули, все вроде бы подключили, все нормально, пробуем первый запуск. Отлично. Не стучит. Сейчас бы здесь уже бы вот так вот бы. От всей души бы фигарило. А тут все. Мотор откапиталили, ё-моё. Капиталку только что сделали, ёлки-палки. Отлично. Все, глуши нафиг, а то сейчас это вонять будет. Прекрасно, прекрасно. Все, что это вот. Собираем дальше, короче, дворники ставим, впуск ставим, короче, все. Все, я починил, короче. Все поставили, все на месте. Так, заводи еще раз, послушаем, как работает. Работало вот так вот. А теперь работает вот так. Сейчас мы спустимся в яму. И послушай, как здесь не стучит нифига. Класс! Ништяк, отлично. Там миллиметр, короче. Ван, он такой ван, короче, такой огромный. Ой-ой-ой-ой. Миллиметр, вот такая вот истима. Теперь все нормально. Мы на ней же делали раскоксовку уже. Вот. И теперь вот. Теперь она хоть работает как нормальная машина. Вот, послушайте. Как нормальная Toyota звучит. Ну да. Кстати, штатный ксенон в рефлекторных фарах. Блин, как машина хоть работает, ё-моё. А не как трактор, ё-моё. Вообще огонь. Красота. Ну, вот так вот мы, короче, поработали с Истимой. Правый руль, прикольно. Там тоже экономят на всем, что должно быть экономное. Короче, два болтика есть, на одном есть гаечка, на втором нету гаечка. Почему? Потому что сюда не надо, здесь тоже держится. Так что японцы еще те, короче, жулики. Вот так вот. Долгая процедура. Часов, наверное, так 5 заняло точно, если не больше. Вот, плюс туда-сюда, короче, там мыли впуск, то есть пока нашли все это дело как-то, да. Сейчас это будет все гораздо проще. И вот, ну, можно там, ребята, потом уже мы нашли, что прямо из-под машины, короче, саморезы фигачит куда-то там, короче, в воздух, непонятно куда. Прижало, не прижало, вроде прижало и типа нормально. Вот. Ну, мы делаем хорошо, все качественно и надежно. На этом, в принципе, все. Всем удачи и пока.